В морозной глуши леса некая путешественница обнаружила замерзающего зверя, прикованного к древесному стволу, и ее реакция оказалась крайне неожиданной. Зимний бор был окутан леденящей тишиной. Под ее обувью хрустел снежный наст, когда она с осторожностью прокладывала путь по тропке, извивающейся между высокими стволами. Каждое движение выдыхало облачко пара, а арктический холод проникал до самых костей. Сумрак подкрадывался, и мороз крепчал. Изначально она не собиралась задерживаться в этих краях, но внезапный звук заставил ее застыть. Это был не просто шум ветра или скрип ветвей. Это было приглушенное, тяжелое дыхание, словно кто-то с трудом пытался вдохнуть. Несколько шагов вперед, и она замерла, прислушиваясь. Сердце бешено заколотилось в груди. Кругом ни души, но чувство присутствия не покидало ее. Вскоре за деревьями, в нескольких метрах от нее, она заметила что-то темное, подающее признаки жизни. Подойдя ближе, она вскрикнула. Перед ней, привязанный к мощной сосне, сидел огромный косолапый. Его конечности были связаны грубыми канатами, а на шее висела массивная стальная цепь, врезавшаяся в густую шерсть. Дрожь пробивала его тело от стужи, дыхание было прерывистым. С его морды свисали ледяные сталактиты, а во взгляде читались слабость и ужас. Кто мог сотворить такое? Она огляделась по сторонам. Вокруг не было человеческих следов. Лишь пара расплывчатых отпечатков в снегу. Казалось, зверя бросили здесь на произвол судьбы. Он не рычал и не пытался вырваться, словно смирился со своей участью. Она медленно приближалась, стараясь не делать резких движений. Косолапый поднял на нее глаза. Их взгляды встретились. В этот миг ей показалось, что в этих темных глазах она видит не только страх, но и мольбу. Женщина опустилась на колени, внимательно изучая узлы на веревках. Они были завязаны намеренно, с особой жестокостью. Но зачем? Обычные охотники не поступили бы так. Они либо убили бы зверя, либо использовали капкан. Это походило на наказание, словно кто-то хотел, чтобы косолапый страдал. Она провела пальцами по стальной цепи, слишком толстая, чтобы разорвать голыми руками. Нужен был инструмент. В голове у нее промелькнули сомнения. Стоит ли вообще вмешиваться? Это дикий зверь. Если она его освободит, не нападет ли он на нее? Возможно, он уже ранен или болен, и освобождение только ухудшит ситуацию. Но оставить его умирать здесь, в таком холоде. Косолапый вдруг пошевелился. Его конечность слегка дрогнула, оставив отпечаток на снегу. Он больше не сопротивлялся. Женщина сделала глубокий вдох и медленно потянулась к ножу, спрятанному в кармане куртки. Решение было принято. Но она еще не знала, чем обернется ее поступок. Путешественница медленно сжала рукоятку, надавив в кармане, ее дыхание участилось. Лес вокруг оставался безмолвным, но теперь тишина казалась зловещей. Ее пальцы задрожали не столько от мороза, сколько от ужаса. Она никогда раньше не оказывалась в подобной ситуации. Косолапый снова зашевелился, издав слабый рык, больше похожий на стон. Его огромные конечности едва касались земли, а голова поникла от изнеможения. Глаза, хоть и темные, казались тусклыми, почти погасшими. Кто мог так поступить? Женщина медленно огляделась по сторонам. Деревья, укрытые снегом, словно затаились, наблюдая за ней. Небо темнело, а ветер стал холоднее, пронзительнее. Вдалеке раздался волчий вой. Она вздрогнула. Неужели эти люди все еще здесь? Она посмотрела на веревки, которыми был обмотан косолапый. Узлы затянуты крепко, профессионально. Не просто ловушка, кто-то привязал его специально, чтобы он мучился. Это было жестоко, но зачем? Она осторожно потянулась к веревкам, но косолапый дернулся, и она мгновенно отпрянула. Он смотрел на нее настороженно.
Страх с обеих сторон, ее и его. Женщина глубоко вдохнула. «Все хорошо», – прошептала она, не понимая, зачем говорит с диким зверем. Она снова попыталась прикоснуться к узлу, на этот раз чуть смелее. Веревка была мокрой, пропитанной снегом и льдом, но все еще прочной. Развязать ее было бы сложно. Нужен был нож. Но как только она вытащила его, лес будто ожил. Позади нее раздался треск ветки. Она мгновенно замерла. Кто-то был здесь. Косолапый тоже услышал звук. Он приподнял голову, его уши насторожились. Инстинкт подсказывал ему, что приближается опасность. Женщина медленно обернулась. В сгущающихся сумерках что-то двигалось между деревьями. Тень. Человек. Она прижала нож к ладони, ее сердце бешено колотилось в груди. «Кто здесь?» – спросила она, ее голос прозвучал тише, чем она ожидала. Ответа не последовало. Но кто-то был там. Она чувствовала это. Она быстро опустила взгляд на Косолапова. Время уходило. Ей нужно было либо освободить его прямо сейчас, либо уйти. Но что-то внутри нее не позволяло ей бросить зверя. Она опустилась на колени и начала резать веревку. Лезвие скользило по мокрым узлам, но веревка была прочнее, чем она ожидала. Снова хрустнула ветка. Теперь уже ближе. Секунды казались часами. Она лихорадочно работала ножом. Ее пальцы замерзли, но страх придавал сил. Веревка, наконец, подалась. Первый узел развязан. Косолапый не двигался, но его дыхание стало глубже. Он чувствовал, что что-то меняется. Женщина потянулась ко второй веревке, но в этот момент раздался голос. «Ты совершаешь ошибку». Она замерла. Голос был мужским, глубоким, с хрипотцой. Он доносился из темноты, но она не могла понять, откуда именно. Она медленно подняла голову. Тень среди деревьев сдвинулась. «Мужчина! Кто вы?» – спросила она, стараясь говорить твердо, но ее голос дрожал. Тишина. Она почувствовала, как ее кожа покрывается мурашками. Человек стоял неподвижно, но она знала, что он смотрит прямо на нее. Косолапый вдруг издал тихий звук, почти всхлип. Женщина крепче сжала нож. «Этот зверь не твоя забота», — продолжил голос. «Оставь его. Уходи». Она не сдвинулась с места. «Кто его сюда привязал?» — спросила она. Опять тишина. Она чувствовала, как ее сердце бешено колотится. В голове крутились мысли. Может, это охотник? Может, браконьер? Или... Ее дыхание сбилось. А если этот человек не просто охотник? Если он ждал ее? «Я не уйду», — сказала она, пытаясь звучать твердо. «Тогда ты останешься здесь навсегда». Шаг. Человек сделал шаг вперед, и слабый лунный свет осветил его лицо. Мужчина в темной куртке со шрамом через щеку и холодным пустым взглядом. Женщина почувствовала, как страх сковал ее, но в то же время внутри нее вспыхнуло что-то другое. Гнев. Это он сделал. Это он привязал Косолапова. Она поняла это сразу, как только увидела его глаза. В них не было сочувствия, только ледяное безразличие. Она перевела взгляд на Косолапова. Последний узел все еще оставался нетронутым. Она быстро схватилась за него, но тут мужчина резко двинулся вперед. «Не смей!» – взревел он, вытаскивая что-то из кармана. Женщина не стала ждать. Она резко разрезала последний узел. Косолапый рванулся вперед. Мужчина выстрелил. Женщина упала в снег. Лес взорвался звуками. Косолапый, почувствовав свободу, поднялся на задние лапы, его рык пронзил воздух. Мужчина сделал полшаг назад. Женщина перевернулась. Ее глаза расширились от ужаса.
Что будет дальше? Все произошло за доли секунды. Косолапый, почуяв свободу, резко рванулся вперед. Его огромная конечность взметнулась в воздух. Снежные хлопья разлетелись во все стороны. Женщина только успела отшатнуться в сторону, упав в холодный снег. Прозвучал выстрел. Грохот прокатился по лесу, эхом отразившись от деревьев. Женщина зажмурилась, сердце бешено стучало. Она ждала боли, ждала удара. Но ничего не произошло. Она медленно открыла глаза. Перед ней стоял Косолапый. Его массивное тело заслоняло ее от мужчины с оружием. Но Косолапый. Он не упал, он не был ранен. Пуля задела лишь снег рядом с ним. Мужчина с оружием снова поднял ружье. «Нет», — выдохнула женщина, понимая, что сейчас произойдет. Вторая пуля должна была попасть в цель. Но в этот момент Косолапый зарычал. Этот рык не был обычным. Это был звук, от которого сам воздух сгустился от ужаса. Женщина увидела, как в глазах мужчины мелькнуло сомнение. На секунду он замешкался. Этой секунды хватило. Косолапый бросился на него. Мужчина не успел среагировать. Гигантское тело врезалось в него с силой, сравнимой с ударом грузовика. Оружие вылетело из его рук, он упал, покатившись по снегу. Женщина все еще сидела на земле, не веря своим глазам. Косолапый, он защитил ее. Но это невозможно. Этот зверь не мог понимать, что происходит. Он был диким животным, запуганным и измученным. Почему он напал на мужчину, а не на нее? Но сейчас не было времени думать. Мужчина еле поднялся, пытаясь дотянуться до оружия. Его руки дрожали. Женщина поняла, если он снова схватит оружие, он не промахнется. Она вскочила на ноги и бросилась вперед. В тот же миг Косолапый снова ударил лапой. Когти прошлись по плечу мужчины, разорвав ткань и кожу. Раздался крик боли. Мужчина рухнул на колени, его лицо исказилось от ужаса. «Останови его!» – закричал он, глядя прямо на женщину. Она застыла. «Остановить!» Ему было страшно. Он боялся. Этот человек, который безжалостно привязал Косолапого к дереву, который, возможно, убил других животных ради забавы, теперь молил ее о помощи. И вдруг в голове всплыли его слова: «Ты совершаешь ошибку. Этот зверь не твоя забота. Ты останешься здесь навсегда». Его голос больше не казался таким уверенным. Женщина сделала шаг назад. Она не собиралась его останавливать. Пусть судьба решит, кто выживет. Мужчина понял ее намерение. В его глазах появился ужас. Нет, 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 но было слишком поздно. Косолапый поднялся на задние лапы. Женщина отвернулась, не желая видеть то, что случится дальше. Она не слышала выстрела. Она слышала только крик, а затем наступила тишина. Что теперь? Женщина медленно развернулась. Косолапый стоял посреди окровавленного снега. От мужчины не осталось ничего, кроме разорванной ткани и темного пятна, поглощаемого снегом. Но Косолапый... Он снова смотрел на нее. Женщина почувствовала, как ее пальцы сжались в кулаки. Она ждала, что теперь он нападет на нее. Но он просто стоял. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Затем Косолапый развернулся и ушел вглубь леса. Без звука, без рычания. Просто исчез в темноте, оставив ее одну. Женщина тяжело выдохнула, чувствуя, как колени подкашиваются. Все закончилось. Но она не знала, кто на самом деле кого спас. Женщина стояла посреди заснеженного леса, тяжело дыша. Тишина вокруг была неестественной, словно сама природа затаила дыхание после того, что произошло. Мужчины больше не было. Косолапого тоже. Осталась только она. Ее пальцы дрожали то ли от холода, то ли от адреналина, все еще бушующего в ее крови. Снег под ногами был окроплен темными пятнами,
но их уже начинал засыпать ветер. Она сделала шаг вперед, затем еще один. В какой-то момент почувствовала, что больше не может стоять. Ее ноги подкосились, и она рухнула на колени. В груди сдавило, как будто что-то тяжелое давило на нее изнутри. Что она только что сделала? Она отпустила Косолапова. Она позволила этому мужчине умереть. Может быть, она. Она сама совершила убийство, просто не собственными руками. Мысли вихрем проносились в голове. Ее глаза метались по темному лесу, словно ища подтверждение тому, что это было реально. Но все, что она видела, — это пустота. Как это началось? Она пришла сюда случайно, просто услышала звук и решила посмотреть, что там. Она даже не знала, что делает. Но почему-то что-то в ней заставило ее остаться. Кто был этот мужчина? Почему он сделал это с Косолапом? Почему он боялся ее? Воспоминания пронеслись в ее сознании. Ты совершаешь ошибку. Этот зверь не твоя забота. Ты останешься здесь навсегда. Что, если он знал ее? Что, если это не первый раз? Что, если она и раньше освобождала Косолапова? Но почему она этого не помнила? Женщина в ужасе зажала голову руками. Что, если все не так, как кажется? Возвращение к реальности. Она заставила себя подняться. Лес больше не казался таким пугающим. Теперь он был странно спокойным. Она посмотрела туда, куда ушел Косолапый. Следы были четкими, глубокими. Но она пошла в другую сторону. Назад, к цивилизации. Последствия. Несколько часов спустя она вышла на лесную дорогу. Прохожие увидели ее. Одинокую женщину, окоченевшую от холода, с пустым взглядом. Они спросили ее, все ли в порядке. Она не знала, что ответить. Она солгала, сказала, что заблудилась. Но даже когда ее отвезли в безопасное место, даже когда она сидела в тепле, закутанная в одеяло, что-то не давало ей покоя. Она не могла. Кем был этот мужчина? Кем был этот Косолапый? Почему она чувствовала, что все это уже случалось раньше? Неизгладимый след. Спустя несколько дней она снова оказалась на краю того самого леса. Она не собиралась возвращаться внутрь, но что-то внутри нее заставляло ее прийти сюда. Вдалеке раздался звук. Рык. Она замерла. Это был он. Она почувствовала это. Косолапый все еще здесь. Он наблюдает. Он знает. Женщина медленно выдохнула. Она не была уверена, кто на самом деле кого спас в ту ночь. Но она знала одно. Эта история еще не окончена. Открытые вопросы и возможные концовки. Она возвращается домой, но каждую ночь слышит тот же рык за окном. Эта история заставляет задуматься, что бы сделали вы. Дорогие друзья, спасибо, что дослушали до конца. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых увлекательных историй.